Иногда, когда люди сталкиваются с беспомощностью других, они не проявляют желания помочь или защитить, а скорее стремятся продемонстрировать свое превосходство и собственное положение в обществе. Это поведение, к сожалению, типично для некоторых людей, которые, увидев слабость и уязвимость, начинают искать способы унизить и запугать тех, кто находится в трудной ситуации. История, которую вы услышите сегодня, начинается с того, что в небольшом городе двое хулиганов, разгуливающих по улицам, наткнулись на одного человека, который, будь он на их месте, никогда не стал бы так поступать. В этот момент они могли бы проявить человечность и отнестись к нему с сочувствием, но вместо этого решили показать, насколько они безжалостны и сильнее, используя свою физическую силу и статус. Вот и в нашей истории двое недоброжелателей, проходя мимо беззащитного инвалида, начали издеваться над ним, громко смеясь и угрожая, произнося страшные и ужасные слова. Эти свирепые намерения были результатом их собственных комплексов и внутренней пустоты, которые они пытались заполнить за счет страха других. Они и не могли предположить, что совсем скоро сами окажутся в столь же уязвимой ситуации, и им придется срочно уносить ноги, осознав, что мир полон неожиданных поворотов, и что та же жестокость может обернуться против них самих в самый ответственный момент. В небольшой деревне неподалеку от Перми жил молодой военный, чей жизненный путь нисколько не был легким. После службы он вернулся домой инвалидом, пережив ужасные события строгих боевых действий. К сожалению, с войны в Чечне он вернулся с серьезным и тяжелым ранением, полученным в ходе ожесточенных боев, что стало настоящим испытанием для него и его семьи. Это ранение стало причиной того, что у него начались сильные проблемы со спиной, и он буквально жил на обезболивающих таблетках, чтобы справляться с постоянной болью и дискомфортом, что отразилось на его психическом состоянии. Когда он пытался адаптироваться к гражданской жизни, его мир шатался под тяжестью страха и физической боли, а чтобы избежать дополнительной нагрузки на поврежденное тело, бывший военный передвигался на старой инвалидной коляске, что делало его еще более уязвимым и беззащитным в глазах окружающих, которые не понимали, каково это – жить с такими ограничениями. Ему было действительно трудно найти хоть какой-нибудь источник заработка, не говоря уже о хорошей работе и нормальной жизни. О женитьбе и создании семьи он и не мечтал, понимая, что его недуг отдаляет его от нормального существования и социальных связей. Он долго искал место, где смог бы почувствовать себя спокойным, и в конце концов решил поселиться в заброшенном домике неподалеку от трассы, где занимался мелкими ремонтными работами, стараясь зарабатывать на хлеб и хотя бы минимально поддерживать свою жизнь на плаву. Плату за свою работу он брал небольшую, соглашался на любые условия тех, кто пользовался его услугами, лишний раз подчеркивая свою безысходность. На жизнь кое-как ему хватало, и лишь дальнобойщики, проезжающие по этому маршруту, нередко заглядывали к нему, стараясь хоть как-нибудь помочь ему, что хоть немного скрашивало его тяжелые будни и приносило такую необходимую надежду. Однако, как это нередко бывает в жизни, не все люди столь великодушны и отзывчивы, и жестокость некоторых просто потрясает своим безразличием. Как-то мимо дома бывшего военного проезжали двое мужчин на фуре, которые явно были в состоянии опьянения, и их поведение оставляло желать лучшего. Они остановились возле его ворот, вышли из машины и очень грубо попросили показать им дорогу, не проявляя ни капли уважения к человеку, сидящему в инвалидной коляске. Казалось, их абсолютно не смущало, что он был лишен возможности передвигаться самостоятельно и что его жизнь была полна страданий. Парень, собравшись с силами,
сделал им замечание, что не следует так грубо и агрессивно разговаривать с незнакомыми людьми, тем более с человеком, который рисковал своей жизнью на войне во имя общего блага, надеясь, что это может вернуть им разум и помочь задуматься о своих действиях. Но вместо понимания недоброжелателей это только разозлило, и они резко набросились на военного, бессердечно повалив его на землю и начиная жестоко и безжалостно пинать его ногами. Они смеялись и поносили его, выставляя на показ всю свою жестокость и ничем не обоснованную силу. Наконец, остановившись в своем избиении, они стали издеваться над мужчиной, говоря ему, что он ничего не может им сделать, и что они могут делать все, что захотят безнаказанно, демонстрируя полное пренебрежение и жестокость по отношению к его достоинству и жизни. И они действительно вошли в жилище военного, однако к их разочарованию ничего ценного там не нашли, что совсем их разозлило. Разозлившись, незнакомцы начали вновь угрожать инвалиду, сказав, что если у него нет денег, то они сделают с ним все, что захотят, вновь иллюстрируя всю свою агрессию и готовность расправиться с ним в любой момент. Скорее всего, они говорили это для того, чтобы напугать парня, но он воспринял это как серьезную угрозу своей безопасности и своим самым основным правам на жизнь. В отчаянный момент парень начал громко насвистывать какую-то мелодию, которая когда-то была важна для него, и это немного утихомирило его страх и вселило надежду. Мужчины растерялись, решив, что он сошел с ума в этой ужасной ситуации, но вскоре поняли, что это не так, хотя не понимали, почему он действует именно так, не обращая внимания на разгул агрессии вокруг. В какой-то момент один из мужчин рухнул на землю и страшно закричал, устрашая второго, и, казалось, весь мир замер в ожидании. На его спине, вцепившись зубами в шею, сидела огромная дикая рысь, которая в этот момент второму же оставалось с ужасом наблюдать за тем, как животное вонзает зубы в горло его напарника и расправляется с ним, так как это была его инстинктивная защита. Опомнившись, он бросился к фуре, полон паники и страха, и запрыгнул в кузов, надеясь, что ему удастся ускользнуть от этого ужасного происшествия, но его обуял ужас от происходящего. Бывший военный тем временем, несмотря на то, что его собственное состояние было не из лучших, кое-как сумел доползти до дома, чтобы взять в руки телефон и набрать номер местного участкового, понимая, что сам не справится и нуждается в помощи. Участковый, который знал о том, что к инвалиду часто приходит рысь, как и саму историю знакомства человека и дикого зверя, не мог поверить своим ушам, когда услышал его рассказ. Когда-то военный прямо на дороге нашел сбитого машиной рысенка, и это произошло в тот момент, когда он был полон желания помочь существу в бедствии во время своей службы. Парень выходил с животного, забирая его к себе, и сделал все возможное, чтобы спасти его, после чего отпустил в лес, надеясь, что он сможет жить своей природной жизнью. Но рысь, привыкшая к заботе своего спасителя, не забыла своего защитника. Она всегда приходила к инвалиду, когда он насвистывал ту самую мелодию, которой приучил ее с детства, и каждый ее визит был как напоминание о той удивительной связи, которая сложилась между ними на фоне множества трудных испытаний. Парень очень радовался каждому визиту своего друга-хищника, который стал для него не только защитником, но и лучом света в его мрачной и тяжелой жизни. Этот союз стал важным аспектом его существования, предоставляя ему необходимую поддержку и оптимизм. И вот, когда двое незнакомцев начали всерьез угрожать ему, он решил позвать на помощь ту самую рысь, надеясь, что она сможет его защитить, вспомнив о всех совместных моментах и той духовной связи, которую они разделяли, несмотря на все трудности.
И зверь, конечно, бросился ему на помощь, ведь он хорошо помнил все то добро, которое получил от человека, который однажды спас его от гибели, и такое глубокое чувство благодарности толкнуло его на защиту. В протоколе участковый указал, что на преступника напал неизвестный зверь, отчего человек и скончался, что стало страшным уроком для всех, кто забыл о доброте и чести. С этой необычной историей распространились слухи по округе, и население стало обсуждать ситуацию, задаваясь вопросом о том, как важно обращаться с окружающими с уважением. Напоминание о том, что доброта всегда вознаграждается, а зло непременно будет наказано даже в самых неожиданных и сложных ситуациях, стало актуальным уроком для многих. Люди стали задумываться о своих действиях и о том, как они могут влиять на жизни других, даже самых беззащитных. Если вам понравилась эта удивительная история, то не забудьте поставить лайк, написать свои комментарии и делиться этим видео со своими друзьями. Ведь такие моменты, полные человеческой доброты и возвращения справедливости, стоит обсуждать и делиться ими. Всем пока, берегите себя и помните, что каждый из нас способен на доброту, которая вернется к нам старицей в самые трудные времена, стоит только дать ей шанс.